Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео мы познакомимся с устройством Sneccal SK218. Это токоизмерительный клещ с функциями мультиметра, ну или мультиметр с функциями токоизмерительных клещей, кому как нравится. Купил я его на Алиэкспресс с хорошей скидкой, Обошлось мне это устройство приблизительно в $19. Но думаю, если вы будете искать, покупать это устройство и воспользуетесь промокодом на скидку, сможете купить это устройство даже дешевле. Прежде чем мы пройдем далее к рассмотру, знакомства с этим устройством, на экране появится картинка, на которой будут указаны характеристики этого устройства. Можете ознакомиться, посмотреть на его возможности, точность измерения, что именно он может измерять. Что ж, если вы ознакомились, тогда продолжим. Наше устройство приезжает вот в такой картонной упаковке. Кроме самого устройства в комплекте идет еще вот такой чехол, тоже маленький, но плюс это удобно чехол, можно все закинуть в этот чехольчик и вместе с чехлом устройство закинуть в машину, в рюкзак, в сумку, ничего не потеряется, все будет рядом и в комплекте все аккуратно собрано. Кроме чехла мы еще получаем измерительные щупы, да, вот у нас их две штуки, соответственно, красный и черный, достаточной длины щупы, достаточная толщина проводов этих щупов. Видно, что они качественные, видно, у нас есть и защитные колпачки, то есть, в принципе, для этого устройства, наверное, очень адекватные щупы по качеству. Также можно сказать, что у нас допуск этих щупов до 1000 вольт максимально, что для цели этого устройства в принципе хватает, но к самим щупам мы попозже еще вернемся. Также у нас в комплекте идет датчик температуры. Да, это устройство умеет измерять температуру. Ну и у нас идет инструкция, как же без нее. Она довольно емкая и полезная. Единственное, что она только на китайском языке. Если вам захочется знакомиться с инструкцией, то придется использовать переводчик. Что же, на этом с нашей комплектацией все. Отложим пока в сторонку. Вернемся к самому устройству. Вот так вот оно выглядит. Давайте вам поближе покажу. Вот так выглядит. Ну, первое впечатление, что я могу сказать, так что передать через видео мои эмоции, ощущения. Ну, вот знаете, бывает такое, что вы можете быть не электриком, но если вы возьмете это устройство в руки, то в любом случае оно вам понравится. Это действительно качественное устройство, удобное, выполнено из хорошего матового пластика. Хорошее сочетание цветов, удобно лежит в руке, удобно им пользоваться. Да, у нас все под рукой, чик, у нас клещи работают. Здесь у нас колесо прокрутки, выбор пунктов меню. Можно вращать так, но если у вас, допустим, заняты руки или по какой-то возможности, по какой-то причине нет возможности такого вращения, можно вращать с помощью рычажка вот так вот. По поводу, это у нас, значит, губки, да, клещи сами. Они отводятся на достаточно большой угол, и сюда может зайти, в принципе, провод довольно большого диаметра. Само устройство ничего не люфтит, не кряхтит. Все собрано, видите, точно по линии. Губки, ну, может быть, минимально, ну так совсем чуть-чуть, да, есть какой-то минимальный люфт, но в целом все классно собрано, все очень хорошо, защита наклеечка, экран в нужном месте при захвате рукой экран не закрывается, но здесь у нас места подключения щупов. Значит, дополнительный экран у нас есть, датчик, и здесь также у нас имеется функция фонарика. Тоже очень удобно. Как правило, наши провода, распределительные щитки, они спрятаны где-то в углу, в каком-то шкафу. Там всегда темно, либо полумрак. И наличие фонарика подсветки очень даже полезная штука.
Ну, в комплектации к этому устройству батареек нет, поэтому для дальнейшего знакомства давайте открутим отсек с батарейками, вставим батарейки и дальше уже продолжим, так сказать, вживую. У нас здесь крепление на винте. Откручиваем. Так, есть. Снимаем крышка. Ну, вот такая крышечка. Вот так выглядит отсек для батареек. Используются две батарейки типа 3A, ну, на 1,5 вольта каждую. Плюс также вот мелочь, да, но вот здесь есть специальная втулка для закручивания. Она металлическая. Это означает, что при замене батареек, возможно, вы будете это часто делать, ну или там аккумуляторы поменять, у вас этот разъем не разболтается и всегда будет надежное соединение, ничего болтаться не будет. Мелочь как бы, да, но она показательна о качестве самого устройства. Далее вставляем батарейки. Главное не перепутать, конечно же, полярность. Так, батарейки вставлены. Закроем наш отсек. Так, закрутили. Ну, аппарат чуть потяжелел, конечно, за счет батареек, но в целом само устройство обладает, скажем так, приятным весом, комфортным, не знаю, где-то сравнимо по весу, наверное, с современными смартфонами, да, то есть он не тяжелый, но при этом в руке ощущается, то есть вы его просто так не отпустите. Переходим, давайте пройдемся по режимам, что он может делать. Давайте, вот мы его включаем, вот наш экран. Это у нас измерение силы тока в пределах до 600. Давайте покажу вам менюшку поближе. Да. Еще такой момент, вот приятно, во-первых, форма такая округленная, да, очень приятно лежит в руке. Во-вторых, сама вот эта менюшка, она в таком как бы бугорке и хорошо читается. Сам экран, значит, у нас тут измерение до 600 ампер. И эти клещи, такой измерительный, позволяют измерять силу тока как при постоянном напряжении, так и переменное напряжение. И переключение самого выбора режима осуществляется с кнопкой Cell. Да. Сейчас у нас, если присмотреться, у нас две буквы AC, что означает переменное напряжение. Но если мы нажмем Cell, мы переключим режим, и мы перешли в DC, что означает постоянное напряжение, постоянный ток. Далее, что мы можем еще сделать? У нас есть кнопка вот эта, она включает подсветку экрана. Тоже удобно, если работаете в темном, полутемном напряжении, чтобы четко видеть показания. Подсветка, это удобно. Можем включить также вот кнопочка. Ну, кнопка, она работает Hold. А если ее нажать долго, то мы включаем наш фонарик. Вот он засветился. Давайте его выключу. Вот он выключен, да. Ну и при срабатывании режима у нас есть кнопка индикации. Тоже полезно. Если вдруг вы не слышите звуковой сигнал, то можно ориентироваться по мерцанию этого индикатора. Далее у нас режим измерения силы тока до 60 ампер. Чуть другая точность измерения на экране включается. Тоже мы можем измерять переменный, либо постоянный ток. Переключение режима происходит с помощью кнопки Cell. Зафиксировать любое измерение можно с помощью этой кнопки. Нажимаем Hold, и наше измерение зафиксировалось. Можем взять его в сторону и где-нибудь там, допустим, записать, если есть в этом необходимость. Далее у нас режим измерения. Ну, тут функции такие уже мультиметра больше. Здесь у нас сопротивление измерения, прозвонка, измерение емкости и проверка полупроводников разных диодов. Давайте тут как раз момент, наверное, подключить наши щупы и попробовать в нескольких режимах поработать, как оно, какие будут показания экрана, как это все отрабатывается. Так, значит, черный сюда.
Так, есть, зафиксировали. Так, красный щуп сюда. Есть. И давайте выберем режим прозвонки. Это, ну, видно, да, у нас диодный режим, режим емкости измерения. И вот она прозвонка. Ну, да, смотрим. Вот так это работает. Так, чтобы поближе. Так, с этим мы разобрались. Дальше у нас замер, можно выполнять замер частоты в сети, частоты тока. Тоже иногда полезно. Также у нас есть режим проценты. Честно, не знаю, что это за режим. Если вдруг вы с этим режимом знакомы и знаете, для чего его использовать, можете указать в комментариях, написать, будет интересно и полезно. Далее у нас режим NCV. Этот режим предназначен для выявления напряжения, для поиска скрытой проводки. У нас вот здесь на губках есть датчик NCV. Вот, и вы можете вводить там по стене, и там, где начнет срабатывать датчик, звуковые сигналы появятся, там, значит, есть, находится проводка. Ну и для того, чтобы этот режим лучше работал, чтобы скрытое напряжение лучше выявлялось, лучше, чтобы эта проводка была под нагрузкой, тогда очень быстро, очень четко ловит и полезно, допустим, если вы проводите какие-то ремонтные работы, или банально хотите повесить на стену, допустим, телевизор крепления, но не знаете, где точно проходит проводка, чтобы ее не повредить, не нажить себе дополнительных проблем. Можно взять, проверить, где она проходит, и уже уверенно поставить наше крепление, закрепить телевизор, чтобы все нормально работало. Ну, там ремонтные работы, любые другие работы, тоже полезный режим в хозяйстве. Далее у нас стандартный режим измерения напряжения, переменная, постоянная, тоже, да, переключается с помощью кнопочки выбора режима. Ну и последний режим у нас это измерение температуры. Температура может измеряться, ну вот датчик не подключен, но все равно через щупы показывать температуру. Ошибка приблизительно где-то на 1-2 градуса в данный момент. Ну, в целом видно, да, что сейчас у меня помещение где-то 23-24 градуса. Измерение происходит в Цельсиях и в Фаренгейтах, да. Ну, для нас ближе, соответственно, Цельсий. Так, что ж, по режимам мы прошлись. Давайте пока отключим. Значит, ну, наверное, еще раз ближе покажу. Допустим, вот наши губки. Чик-чик-чик. То есть, несомненно, одно из достоинств то, что в эту цену вы получаете только измерительные клещи, которые могут работать и с постоянным, и с переменным током, потому что остальные, плюс-минус ту же цену, они вам дают возможность измерения только переменного тока, что не всегда хватает в хозяйстве, там, в домашних условиях, там, для каких-нибудь своих измерений. Так, ножи довольно тугие, но при этом может справиться и женщина. Да, вот так. Ну и еще немножко расскажу о том, как измерять ток. Я вам сейчас покажу на примере. Вот у меня, допустим, есть провод, и вот так измерять ток, силу тока нельзя. То есть вы должны выделить один провод и измерять только на одном проводе. Вот, допустим, если у вас идет здесь напряжение, там 220, там одна линия, вторая линия, то мы одну отделяем, и вот вторую чик, и тогда ну, 600 ампер, да, потому что мы не знаем нашу нагрузку. Ну, вряд ли там будет больше 60, да, ну, если в домашних условиях. Смотрим, у нас переменный ток.
Вот, ставим так провод и замеряем, и тогда у нас идет показание точно. Потому что если мы будем делать вот так, то мы точных показаний не получим. У нас будет ну, какой-то там сводная разница. В общем, будет показания тока, силы тока будут неверными. Вот. И так, чтобы показать его в работе, у меня тут рядом вот как раз включился шум, работает инвертор от аккумуляторной батареи литий-железофосфатной на 12 вольт 100 ампер. И как раз на ее примере я вам покажу, как измерять силу тока постоянного, да, с помощью этого устройства. Значит, я выбрал режим 60 ампер и переключил в режим измерения постоянного тока. Минутку. Так, вот у меня такая конструкция. Ну, вся она в кадр не поместится. Извините, что такое как бы немножко колхоз. Вот здесь у меня вот и рука видно, это аккумулятор. Под ним вот черное, это у меня инвертор. Вот, и идут провода. Черный это минус, красный это плюс. И сейчас это все работает в рабочем режиме. Есть нагрузка. Давайте измерим силу тока. Так, еще подключу, чтобы было удобнее. Так. Тык-тык-тык. Итак, вот я подключил, видите, да, один провод. DC, амперы. И вот оно показывает нагрузку. Видите, 12-14 ампер. То, что плавает показания, это нормально, потому что нагрузка идет неравномерная. То есть, если была нагрузка равномерная, то было бы одно показание. Но нагрузка динамическая, и поэтому ну, разный идет отбор, разная мощность плавает, то поэтому и меняется показание силы тока до ампер. Вот так вот. Ну, давайте еще переключим на 600. Покажу, как оно, какие показания будут в этом режиме. Опять-таки не забываем на постоянный ток переключить. Клещи. Раз. И, ну, видите, те же показания, только значит, разрешение показаний самих уменьшилось не так точно, как было в режиме до этого. Сместилось на одно деление показания. Так, вот так это работает. Ну, все остальные режимы нету особого смысла показывать, они все стандартные. То есть включаете щупы, как на обычном мультиметре, делайте замеры. Про NCV я вам рассказал. Температура то же самое. Датчик подключаете, прикладываете к поверхности измерения и показывать температуру. Тут ничего особого нет. Так, давайте я наш стенд уберу. Минутку. Так, ну и что еще сказать? Пару слов о бренде Snackle. Я искал в AliExpress, там, ну и в принципе делал небольшой поиск по интернету. Под брендом Snackle выпускается большое количество различных электроприборов. Вот, а самой компании, кто это производит, информации очень мало. Единственное, я нашел, что может быть полезно, интересно, что бренд Snackle был зарегистрирован 22 декабря 2017 года. У него есть регистрационный номер этого бренда заявки. И, значит, имя заявителя, название это Shenzhen Snackle Electronics Corporation. Да, ну, Shenzhen это довольно известное слово, используется в названиях многих больших компаний. Ну и, насколько я знаю, Shenzhen это довольно развитый индустриальный район в Китае, где производится очень много разного оборудования, разных устройств. Резюмируя все сказанное в этом видео, ну, мои впечатления, скажу, что устройство действительно классное. Да, сейчас даже самое дешевое устройство делается из пластика довольно хорошего качества, там они тоже выполняют свои функции, но вот это устройство, оно меня прям порадовало, действительно
вызвало море положительных эмоций. Я не являюсь там суперэлектриком, иногда просто нужно там что-нибудь проверить, но я этим устройством доволен, и я его себе в хозяйстве оставлю. Вот. Что ж, на этом все. Надеюсь, вам видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. На этом все. Всего хорошего. До свидания.